Привет! Сегодня мы поговорим о том, какие бывают отношения в паре, чем они отличаются и как находить гармонию в любых обстоятельствах. Этот выпуск я записываю в рамках нового бесплатного марафона по гармонизации отношений в паре. Он называется «Моя трансформация в отношениях». Раньше этот марафон был платным, но теперь я сделала его бесплатным, чтобы он стал доступен большему количеству людей и приносил еще больше пользы. Это решение основано на успехе моих других марафонов, которые тоже стали бесплатными. Ссылку на каталог всех моих бесплатных марафонов я оставлю в описании к этому видео. Обязательно загляните туда, чтобы найти что-то полезное для себя. Многие из нас стремятся к идеальным отношениям, но реальность часто оказывается сложнее, чем мы представляем. Каждая пара сталкивается с вызовами, разными ожиданиями, привычками и взглядами на жизнь. И это нормально. Ведь гармония в отношениях не рождается сама по себе, она требует усилий, взаимного уважения и, самое главное, желания работать над собой. Важно понимать, что идеальных отношений, как на картинке, не существует. Однако мы можем создать свою версию гармонии, которая подходит именно вам и вашему партнеру. Для этого важно разобраться, в каком типе отношений вы находитесь, понять свои потребности и научиться учитывать потребности другого человека. Сегодня я расскажу о том, какие бывают отношения, а во второй части видео мы рассмотрим тему совместимости в паре, и я поделюсь замечательной техникой для расчета совместимости по дате рождения. Этот метод поможет вам лучше понять себя и своего партнера, а также сделать важные выводы для развития ваших отношений. Давайте начнем. Первый тип — романтические отношения. Это те самые, когда бабочки в животе, и каждый момент вместе кажется особенным. Пример. Представьте пару, которая дарит друг другу сюрпризы и не забывает говорить «я люблю тебя». Совет. Чтобы сохранить романтику, не забывайте уделять время для свиданий, даже если вы вместе уже долго. Второй тип — дружеские отношения. В таких отношениях партнеры — настоящие друзья. Им легко делиться всем, от планов на будущее до смешных историй. Пример. Такая пара любит проводить время за общими хобби, как путешествия или игры. Совет. Главное — сохранять доверие и уважение друг к другу, даже если мнения иногда расходятся. Третий тип — партнерские отношения. Партнерство строится на равенстве и взаимной поддержке. Здесь каждый понимает свои роли и обязанности. Пример. Семья, где муж и жена вместе решают, как воспитывать детей или планировать отпуск. Совет. Распределяйте задачи, чтобы избежать перегрузки одного из партнеров. Четвертый тип — зависимые отношения. Здесь один из партнеров сильно зависит от другого, будь то эмоционально или материально. Пример. Человек, который не может принять важное решение без своего партнера. Совет. Развивайте личную самостоятельность, чтобы не терять себя в отношениях. Пятый тип — созависимые отношения. В созависимых отношениях один либо оба партнера сильно привязаны друг к другу, иногда до потери личных границ. Пример. Пара, которая остается вместе, несмотря на частые конфликты. Совет. Работайте над установлением здоровых границ и личного пространства. Шестой тип — конфликтные отношения. Здесь есть как сильные эмоции, так и напряжение. Конфликты могут возникать часто, но любовь все еще присутствует. Пример. Пара, которая спорит из-за мелочей, но быстро мирится. Совет. Учитесь решать конфликты мирным путем и понимать друг друга. Седьмой тип — прагматичные отношения. Такие отношения строятся на расчете или общих целях, например, стабильности или карьере. Пример. Пара, которая вступила в брак ради общей выгоды. Совет. Добавьте в такие отношения больше тепла и эмоций. Восьмой тип — творческие или свободные отношения. В этом типе каждый сохраняет личное пространство и поддерживает свободу другого. Пример. Партнеры, которые не ограничивают друг друга, но остаются вместе. Совет. Честность и уважение друг к другу — ключ к гармонии. Девятый тип — духовные отношения. Этот тип построен на общих ценностях, личностном росте и духовной близости. Пример.
Пара, которая разделяет схожие взгляды на жизнь, философию и моральные принципы. Совет: не забывайте уделять внимание и материальной стороне жизни. Каждый тип отношений имеет свои особенности, и не существует абсолютно правильного или неправильного. Главное — находить баланс, который работает для вас. Напишите в комментариях, какой тип отношений вам ближе и что помогло вам укрепить вашу пару. Зачастую пары могут переходить от одного типа отношений к другому на протяжении совместной жизни в зависимости от обстоятельств и сознательных или бессознательных реакций на них. Важно понимать, что происходит в отношениях, насколько они гармоничные и здоровые. Осознание того, как вы себя чувствуете в паре и что происходит между вами, помогает вовремя заметить как позитивные моменты, так и возможные проблемы. Это понимание дает возможность сделать осознанные выводы и принять нужные решения, чтобы укрепить отношения, улучшить коммуникацию или разрешить возникшие сложности. Ключевым является способность внимательно отслеживать изменения в отношениях и действовать в ответ, сохраняя их здоровыми и удовлетворяющими для обоих партнеров. В рамках данного марафона я буду делиться рекомендациями по трансформации отношений в отдельных выпусках. Буду рада, если информация и советы окажутся полезными для вас. Перейдем к теме совместимости в паре. Совместимость в паре — это степень гармонии и взаимопонимания между партнерами, которая способствует долгосрочным, здоровым и удовлетворяющим отношениям. Совместимость включает в себя не только схожесть интересов, но и способность партнеров учитывать и уважать различия друг друга, работать над общими целями и преодолевать трудности вместе. Основные аспекты совместимости в паре — эмоциональная совместимость. Это способность партнеров поддерживать друг друга, понимать и уважать эмоции друг друга, проявлять эмпатию и заботу, ценности и цели. Совместимость часто зависит от того, насколько близки взгляды партнеров на важные жизненные вопросы, такие как семья, карьера, деньги и моральные принципы. Коммуникация. Способность открыто и честно обсуждать чувства, проблемы и ожидания — важная часть совместимости. Это помогает избежать недоразумений и укрепляет связь. Сексуальная совместимость. Совпадение в сексуальных предпочтениях, желаниях и потребностях играет важную роль в интимной сфере отношений. Социальная совместимость — это способность партнеров ладить с друзьями и семьей друг друга, а также общие интересы в сфере досуга и общественной жизни. Психологическая совместимость — это способность понимать и принимать индивидуальные особенности партнера, такие как личные привычки, темперамент, а также готовность работать над собой и отношениями. Совместимость не означает полную идентичность между партнерами, а скорее способность уважать различия, искать компромиссы и работать над отношениями для их гармоничного развития. Как и обещала, хочу поделиться с вами замечательной техникой для расчета совместимости по дате рождения. Этот расчет основан на совместимости знаков зодиака. Используя эту технику, вы сможете лучше понять, как астрологические особенности ваших знаков влияют на отношения и какие черты характера могут быть наиболее гармоничными или требующими внимания. Это не только интересный способ самопознания, но и отличный инструмент для работы над отношениями. Перед тем, как выполнить расчет, хочу отметить, что определение абсолютной несовместимости с партнером не означает, что вы должны немедленно расстаться и искать нового партнера, более подходящего для вас. Астрология — это лишь один из инструментов для понимания себя и своих отношений. Даже если расчет показывает несовместимость, это не приговор. Важнее то, как вы оба работаете над отношениями, как поддерживаете друг друга и решаете возникающие трудности. Совместимость — это не фиксированная характеристика, а процесс, который можно улучшить через общение, уважение и готовность к компромиссам. Также хочу отметить, что возможны гармоничные и здоровые отношения даже при полной несовместимости по знакам зодиака. Это возможно, если оба партнера целостные и зрелые личностно.
Итак, чтобы выполнить расчет совместимости, пройдите по ссылке в описании к данному видео. Поделитесь в комментариях своими результатами и впечатлениями. Мне будет интересно узнать, насколько точным оказался расчет для вас. В одном из следующих выпусков я поделюсь с вами результатами расчета совместимости известных пар. Идея такого формата видео заключается в том, чтобы показать примеры совместимости в отношениях в образовательных целях.